Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Я снова с вами. Итак, тема сегодняшнего расклада – мужчина на пороге. Для чего придет, что ему от вас надо, будет ли с ним перспектива, будет ли с ним любовь и так далее. На пороге это не значит, что он должен быть обязательно вашим будущим мужем. Нет. Он может прийти для кармической отработки, он может стать вашим другом, он может стать вашим партнером по бизнесу, да кем угодно. То есть не каждый мужчина, который появляется в вашей жизни, должен быть мужем. Нет, у них бывают свои роли, и нам надо это прекрасно осознавать. Но мы сейчас посмотрим, почему бы и нет, возможно, придет именно ваш будущий муж. Но для начала мы посмотрим вашу сигнификацию. Так, сердце разбито, с кем-то расстались. Пажик у вас тут нарисовался. Угу. Башня, разрушили отношения. Да, вы ушли. Вы ушли. 2 карты выпали, поэтому оставлю их. Но смотрите, в чем тут дело. Было то ли знакомство, то ли возвращение. Почему? Потому что какие-то действия в вашу сторону точно не могу сказать. Здесь мне это не показывают. Были какие-то действия в вашу сторону, может быть, переписка. Возможно, человек пытался что-то вам предложить, но дело в том, что по 9 кубков здесь только обещания, очень много воды, очень много иллюзий, фантазий, но при этом никаких действий. Женщина мужчину буквально, с первых минут, я думаю, что, пообщались, может, неделю, может быть, даже дня 3, и вы тут же поняли, что мужчина просто вам вешает лапшу на уши. Замучились ее снимать с ушей, просто-напросто развернулись и ушли. Строить свою жизнь, строить свои отношения, строить то, что для вас будет важным. То есть четкое осознание, что с ним каши не сваришь. В любом случае, здесь расставание из-за того, что мужчина ничего не сделал для того, чтобы доказать свою любовь, чтобы доказать, что он видит будущее с вами и так далее. То есть полное бездействие, но при этом слов, иллюзий, фантазий было куча. Да, подвешенная ситуация. Вы здесь понимаете, что вы то ли попались на какой-то соблазн, может быть, что-то он вам пообещал, и вы расплылись, да, бывает такое, господи, мы все, девочки, любим ушами. А вот этот персонаж, он прекрасно понимает, что нужно делать для того, чтобы управлять женщиной. Здесь он вам обещал счастливое, стабильное будущее, некую длительность и прочность. То есть я пришел для того, чтобы создать с тобой семью, мы будем жить вместе, мы будем с тобой строить семейные отношения, хочу детей, для кого это актуально. Но дело в том, что кроме как обещаний, здесь ситуация с мертвой точки не сдвинулась. Поставлена смерть. Вы вышли, башня, смерть, закончены отношения. Здесь закончены отношения. Да, вам обидно, но вы восстанавливаетесь. Да, вам неприятно, но зато вы очень быстро исправили. Я не вижу, что здесь женщина, потеряла много времени. Нет. У кого-то, может быть, и были отношения, когда вы наблюдали за мужчиной, давали шансы, но дело в том, что сейчас четко расставлены приоритеты. Четко расставлены приоритеты. Ладно. Как говорится, банальная история всех нас, девочек, да? Мы, как всегда, верим в любовь, и это нормально, кстати. Это нормально, это то, что дает нам возможность все-таки раскрывать нашу сердечную чакру. Это дает нам возможность все-таки не потерять способность любить и так далее, доверять и верить. Да, бывают разочарования, но мы, как говорится, на ошибках учимся и исправляем их. А теперь давайте посмотрим, какой же мужчина у нас на пороге. Только в том случае, если вы себя узнали, смотрите. Почему? Потому что это все-таки общий расклад. А также предупреждаю, общие расклады имеют развлекательный характер. Поэтому вы можете посмотреть, послушать, вы можете получить некую подсказку, но полностью строить жизнь
по общим раскладам я вам не советую. Для этого существуют личные консультации, где разбирают именно вашу энергетику и именно вашу ситуацию. Давайте, мужчина на пороге. Кто ты? Угу. Ух ты. Ох ты. Ну что, девочки, здесь мужчина одинокий, мужчина, скорее всего, новый. Для многих, вот 80% это новый мужчина. Но я хочу все-таки спросить, или же мужчина идет развивать отношения вообще на новых условиях? Он будет вести себя по-другому, он будет действовать по-другому. Понимаете, туз жезлов – это когда человек готов реализовать какую-то идею, но ту, которую он когда-то вам то ли не додал, то ли не был на это готов. И почему человек решился на это? Потому что он влюблен. Тоскует, скучает, одиноко ему без вас, ревнует. То есть почему я сказала, что это может быть бывший? Во-первых, четверка пентаклей отпускать вас не хочет. Не хочет. Очень сильная ревность, боится вас потерять и чувствует себя на самом деле, ну не просто одиноким, а потерянным, подавленным, каким-то отрешенным. Здесь мужчина как будто влюбился по неосторожности. Хотел поиграть, хотел как-то, вы знаете, себя развлечь, а на самом деле попал в лапы отношений и, как говорится, чувств и эмоций. И сейчас он понимает, что ему плохо, что он тоскует, что для него чувства к вам стали намного важнее, чем как что-то другое. И человек готов меняться, готов вкладываться, готов на серьезный шаг. Если все-таки вы прекрасно понимаете, что бывший не может вернуться, никогда не поменяется, с этим человеком вы не знакомы. То есть вот эти две карты, они говорят о том, что вам придется познакомиться в будущем, и мужчина будет одинокий, мужчина будет искать чувства и любовь. Король кубков тогда у нас выходит мужчина водного знака зодиака, то есть это рак, рыба, скорпион по солнцу или по асценденту. Также он может быть девой по отшельнику. Ну а теперь спросим, знаете ли вы его? Ну, вы знаете, для многих, честно могу сказать, для многих уже был шанс познакомиться. Может, где-то пересеклись, может, по делам. Может быть, какие-то планы общие были, может быть, решали какие-то вопросы, связанные с деньгами, с работой, с продвижением, Кстати, не обязательно, что это деловая сфера. Может быть, вы планировали будущее, что-то хотели. Может быть, он вам предлагал, да, давай мы с тобой в будущем будем встречаться, или давай мы с тобой будем парой стабильной, да. Но дело в том, что ситуация не сложилась по смерти. Не получилось, не получилось. Поэтому кто-то может знать. А для многих может проиграться все-таки, что это новый. Еще раз повторяю, общий расклад вот точного. Все тарологи мне об этом скажут, да, что точного ответа карты не дали. Здесь 50 на 50. По этой карте это новый. Почему? Потому что пажи это новичок, это новое, это что-то, что дает нам шанс на самом деле переключиться на совершенно новую волну в нашей жизни. Ну а тройка пентаклей это уже было взаимодействие. Но скорее всего как-то не сложилось. Может быть просто были разговоры, переписка. Ну хорошо, ладно. Давайте посмотрим, когда он придет в вашу жизнь. Ой, звезда, вы знаете, это уже буквально, ух ты, прям он действовать будет. Хм. Вы знаете, здесь мужчина будет писать, если он на расстоянии, он будет вам прям как будто пытаться то ли назначить встречу, то ли приехать, то ли увидеться. Но это произойдет уже в ближайшем будущем. То есть мечевая масть – это дни. Ну, то есть 9-8 дней, у кого-то 2 дня. Но не так, чтобы он прям вживую появился, а он будет с вами переписываться. То есть его появление будет именно в переписке, в сообщениях, в звонке. И именно в этой переписке вы должны будете договориться, когда вы увидитесь и вообще увидитесь ли вы. Хорошо, давайте тогда посмотрим, а для чего он идет? Почему? Потому что мужчина страдает.
Ну-ка, нет, я хочу сначала посмотреть, что у него сейчас к вам. Вот если вы его знаете, что у него в отношении вас. Если вы четко понимаете, что вы его не знаете, просто не слушайте эту ситуацию. Да влюблен здесь мужчина, король мечей. Доигрался, допрыгался. Угу. Думал. Ой, ой, девчонки, что вы с ним сделали? Ну, здесь кто знает, тут мужика на место поставили. Здесь мужчина пришел поиграть. Мужчина хотел добиться своего во что бы то ни стало. Допрыгался. Допрыгался. Почему? Потому что для него было важным одержать победу, развивать, например, отношения на своих условиях, где-то даже подчинить себе женщину. Ну, то есть, видите, женщина в меня влюблена, я такой холодный сижу, да, и все меня добиваются. А получилось наоборот, вот прям полностью наоборот. И он понял, что на самом деле женщина непростая, манипулировать ей не получится, обмануть ее тоже не получится, и без нее я на самом деле никто. И звать меня никак. И мужчина понимает, что именно она трансформировала меня в короля Пентакли. То есть заставила остепениться, перестать там играть, дурью маяться, а просто понять, что чувство – это не игра. Хорошо. Для чего он идет в вашу жизнь? Здесь еще одна есть трактовка, но это для тех, кто не знает. То есть после того, как вы оставили короля мечей, то есть мужчину, который с вами играл, да? То есть это для тех, помните сигнификацию? Когда мы смотрели, вы находитесь на стадии расставания. То есть вы только расстались, вы пытаетесь расставить все точки над «и». И вот после принятого этого решения, после освобождения места возле вас, здесь идет мужчина для настоящей любви, для того, чтобы построить серьезные отношения и дать вам понять, что такое нормальный союз. Когда есть два равноправных партнера, когда все открыто, когда все искренне. То есть здесь как будто бы меняется. Вот честно говорю, здесь такая двойственная ситуация. Почему? Потому что ну, этот расклад можно прочитать вот двумя способами. И для тех, кто расстался и находится сейчас в одиночестве, и очень сильно переживает из-за расставания, но пытается восстановиться, и вам как награда за то, что вы сделали, осознали, исправили ошибку, дается мужчина. Ну или же тот мужчина, которого вы на место поставили, переобулся, трансформировался, и сейчас, если честно, готов на какой-то важный шаг в вашу сторону. Хорошо, для чего он идет в любом случае? В любом случае он идет с любовью, в любом случае он идет с перспективой, в любом случае он идет для того, чтобы изменить и свою жизнь, и вашу, поговорить, разговор, добиться своего, закончить какое-то ожидание. Но он идет, вот, король Пентакли, королева Пентакли, создать пару. Создать пару для будущего. Да. Здесь мужчина готов исполнять мечты, желания женщины. То есть возле королевы Пентакли здесь у нас карта мира. Здесь принято решение. Здесь идет прояснение. То, чего вы ждали, за что вы боролись. То есть, понимаете, вот смотрите, семерка жезлов. Я хотела раньше этого, я этого ждала от тебя, но ты мне его так и не дал. Или женщина, которая на самом деле ждала счастья, ждала, когда мужчина ей предложит нормальные, здоровые отношения, прочные отношения, где она может создать свое будущее, где она может вложиться в ситуацию и радоваться тому, что у нее есть пара по взаимной любви, но никак не могла встретить подходящего партнера. К вам идет такой. То есть в любом случае мужчина на пороге, который войдет в вашу жизнь, он идет для создания семьи. Для кого актуально рождение ребенка, для кого актуально это брак. Но мужчина серьезно настроен. Хорошо. Как будут развиваться ваши отношения после его появления? Но он сразу вам даст понять, что вы его женщина. Он сразу будет на самом деле пытаться решить проблемы, которые будут ну, девочки,
Король Пентакли, королева Пентакли, императрица, император. Рыцарь Пентакли говорит о том, что мужчина готов вкладываться, бороться за вас, решать какие-то проблемы. Если есть расстояние, он на самом деле вам предложит какой-то выгодный вариант, чтобы вы, да, здесь человек менять жизнь вам будет, образ жизни. Смотрите, башня разрушает бездействие. Когда вы стоите, вот смотрите, у вас два жезла. Два жезла – это что? Два варианта развития. Я могу, например, свою личную жизнь построить вот так и вот так. Или, к примеру, да, я не знаю, что будет. Или у меня сложится личная жизнь, или не сложится. Но дело в том, что вот это вот бездействие, вот эта вот неопределенность, она уйдет. Ну и к чему? Все-таки вы идете, туз пентаклей, новые шансы. Вы знаете, восьмерка кубков у кого-то переезд. Вам придется выйти или отказаться от своего насиженного места, то есть вы едете к мужчине. Не мужчина к вам едет, вы едете, вы к нему переезжаете, потому что женщина здесь оставляет то, к чему она прикипела. Угу. И надолго вы туда едете. Ну, то есть по умеренности это принято решение, которое уже будет очень тяжело изменить. Здесь человек избавит вас от страданий, он наполнит вас любовью. Вы забудете, что вы когда-то страдали. Посмотрите, здесь какая интересная карта. Пятерка кубков, да, вот вы сидели, у вас все кубки перевернуты, но не везло в любви, что-то не получалось, как будто бы, знаете, вот вроде стараетесь, а вроде бы как бы вкладываетесь, да и любовь и испытываете, и взаимность, да и нет каких-то корыстных мотивов. Но все равно мужчины не дают вам того, что вы хотели, что вы искали. А вот этот мужчина вам даст вот эти два кубка, которые вы не замечали, ну то есть до которых вы так и не могли дотянуться. То есть как будто бы человек все-таки идет к вам по карме. Два туза, посмотрите. Два туза, туз пентаклей, туз кубков. Это и любовь, и стабильность. Это и прочность, и, конечно же, гармония в отношениях. Это когда мы можем наслаждаться нашим конфетно-букетным периодом всю жизнь, но при этом быть в стабильной паре, а не играть с друг другом. Хорошо, давайте тогда посмотрим, что у него сейчас происходит в жизни. Вот что у него сейчас происходит в жизни. Работает мужчина, молодец, вообще трудяга, успешный, кстати. У него явно есть своя недвижимость. Ну вот я и говорю, здесь мужчина вас к себе привозит. И у него сейчас есть успех прям в работе. Он достигает, он растет по карьерной лестнице, он получает признание. Кто-то работает на себя, кто-то, ну, вы прям смотрите, по справедливости у него. Вы знаете, как будто человек осознал, что у меня, в принципе, все есть. Работа, деньги, к примеру, да, а вот справедливых отношений нету, то есть семьи нету. То есть он уже все, он дорос до семьи, он дорос до того, чтобы создавать что-то важное, взять за кого-то ответственность. Да, он готов к новому. Что у него в жизни? Он устал только работать, зарабатывать деньги. Он понимает, что у него нет баланса. То есть ему чего-то не хватает, какая-то его сфера, она страдает. То есть вкладываясь все время только в работу, он забывает, что пора любить, что пора вкладываться и в то, чтобы найти близкого, родного человека. И по магу он готов идти, он обнуляется, он идет. Ну хорошо. Будете ли вы с ним счастливы? Вот это вот важный вопрос, который очень многие задают. И я думаю, что он самый важный из всего расклада. Будете ли вы с ним счастливы? Но вы уже явно никого искать не будете. Здесь стрелы любви, здесь страсть, здесь то, что вот я подвисла в этих отношениях, и меня это устраивает. Кстати, вы будете друг от друга очень сильно зависеть. Здесь будет ситуация, кстати, еще. Не замалчивайте ваши проблемы, говорите о них. Почему? Потому что вы партнеры по судьбе. Вам надо учиться разговаривать с друг другом. Не просто обижаться и закрываться, а прояснять ситуацию. Не пытайтесь, например, там партнера блокировать. Проясните ситуацию, потому что этот мужчина, он готов к диалогу.
Но только ему нужно разжевывать все. Он как будто бы, ну, не сразу понимает, что вы от него хотите. То есть у него своя точка зрения, у вас своя. И вот нужно научиться говорить. Еще не накручивайте себя, не ревнуйте. Да, у этого человека очень много обязательств. Да, он любит свободу, но это не значит, что он не верен. Я вижу, что он вам по судьбе, что он идет у вас для иерофанта, а это нормальные духовные отношения. И, между прочим, на своем прошлом он поставил точку, он от него освободился. Может быть, этот мужчина и харизматичный, красивый, ну, может быть, он пользуется признанием или есть у него некая слава, но он сейчас четко для себя осознал, что мне это больше не нужно. Ну, здесь прекрасный расклад. Еще что расскажут карты о ваших отношениях? Ну, это гармоничный союз. Ну, посмотрите. Вот он, здесь вообще иерофант и дьявол, здесь и страсть, и любовь, и духовность. В этом союзе есть все. Посмотрите. Справедливость. Маг– это когда ситуация устраивает по 4 стихиям. Новое что-то в вашей жизни, да? То есть высшие силы вас благословили. Страсть здесь будет неимоверная, честно могу сказать. Мужчина здесь будет от вас зависим. Здесь вы можете управлять мужчиной, как лев, которого вы приручили. А здесь женщина будет главная в семье, даже если вам сейчас это кажется совершенно неприемлемым, но будьте готовы к тому, что мужчина, как котенок, будет полностью зависим от вас. Я на этом хочу закрыть этот расклад. Здесь на самом деле судьбоносные, важные и для хорошей судьбы. То есть не для... Судьбоносные отношения у нас бывают разные. То есть они бывают у нас для прохождения кармы, то есть судьба вас соединила, чтобы вы прошли какие-то уроки. В вашем же случае эти отношения, они судьбоносные, но идут как вознаграждение за то, что вы прошли ваши уроки, за то, что вы преодолели свой путь, за то, что вы с высоко поднятой головой идете в новое и не боитесь любви, и не потеряли способность любить. Вот за что вам даются эти счастливые отношения. Пусть так и будет. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. Не забываем про обратную связь, не забываем лайкать, писать комментарии. И огромное вам спасибо за ваши донаты, за ваши супер лайки. Я вас очень сильно всех люблю. Пока-пока.